Всем привет! Это Шуберт. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен мифам и реальности, которые окружают нас в нашей сегодняшней жизни. И мы, как разрушители мифов, сегодня пройдемся по самым актуальным вещам нашего времени и попытаемся где-то опровергнуть мифы, а где-то их подтвердить, возможно, если такое будет. Итак, первый миф мы сегодня, как вы уже догадались, проверим, можно ли проявить фотопленку без проявителя с помощью кофе. То есть используя кофе в качестве проявителя, и что из этого получится. Ну а пока пленочка эта будет у нас проявляться, мы с вами поговорим о том, что творится в стране. Это не может нас не волновать, кинодокументалистов в первую очередь, и вообще граждан. И также поговорим о различных особенностях, аспектах фотографии, каких-то новостях, связанных с кино, связанных с еще какими-то вещами. Как вы догадались, вы сегодня в моей ванной, в троявочной комнате, где я все творю свое творчество. И сегодня мы проверим, наконец-то, миф, который я никогда не пробовал этого в жизни, но много об этом мы слышали, о том, что в кофе можно проявить пленку, и она действительно проявится, и даже будет какой-то интересный эффект. Как кто-нибудь нас уже смотрит, я думаю, люди подключились, да, потихонечку, подключаются к нам. Всех, да, приветствую, наших постоянных подписчиков, зрителей. Вот сейчас такой вот набор. Что нам для этого потребуется, для этой проявки? Значит, вот я тут приготовил небольшой комплект ингредиентов, как вы видите. Это, собственно, кофе растворимый, фотобачок, без него никуда, бачок нам все-таки потребуется. И сода кальцинированная, то есть сода кальцинированная, стиральная сода, то есть продается в любом магазине моющих средств. Об этом я задумался о проявке в альтернативных каких-то процессах, когда был в Крыму, а там, как известно, мало что есть, пока еще только в крупных городах, как известно, у нас есть какие-то химикаты, которые можно купить, или фотомагазины, или фотолаборатории, даже где могут проявить. В основном это, конечно, Москва, Питер, а вот, скажем, в регионах с этим проблема. Я подумал, что можно ли, ну не то, чтобы оказавшись на необитаемом острове, но хотя бы в обычном российском городе проявить с помощью простых каких-то средств отфиксировать пленку. Итак, вот, значит, сейчас я немножко расскажу об его составе, о том, что я нашел. Вот, рецепт на просторах интернета был найден, который называется кофенол. Кофенол – это изобретенный британскими учеными, которые от нечего делать изобретают все возможные вещи, где проявляющим веществом является кофеин, содержащийся в кофе. И, значит, а ускоряющим веществом, то есть веществом, дающим щелочную реакцию, является сода. Вот, так же, как она применяется во многих других проявителях стандартных. Вот. И, то есть, в нем нужно проявлять порядка 30 минут, пока пленочка проявляется, мы еще с вами поговорим, ответим на вопросы и так далее. Итак, собственно, сейчас приступаем к составлению проявителя. Вот, я взял кофе, не знаю, реклама Nescafé, наверное, скажут, ну вот, это такой стандартный Nescafé Gold, стандартный кофе, кофе должен быть растворимым. И при этом он должен быть настоящим кофе, то есть кофе с кофеином, а не его заменителем. То есть, собственно, кофеин – это главное наше сегодняшнее проявляющее вещество. Вот поэтому, да, вроде пахнет кофе. Вот, для того, чтобы нам на бачок из этого рецепта я последовал, нужно 4 ложки кофе и 4 ложки соды. Вот, сейчас мы положим сюда. Как видите, что я не обманываю. Нужна вода порядка, кипяченая вода обычная, порядка, сейчас долью, что там было. Потом больше пить лучше не надо. Так. Ну, нужно на бачок порядка порядка 400 мл, я буду на большой бачок, вот одна пленка будет. Ну и вот нам потребуется на 400 мл, то есть на фотобачок, вот это полторы кружки таких,
полторы кружки, даже почти 2. 4 ложки кофе. Вот, кофеманы сейчас, наверное, в таком возбуждении, что же там такое будет. Так, сейчас я покажу на камеру. 4 ложки. Это кофе, это не метол, не гидрохинон. Покажу, чтобы не просыпать. Ну вот видно, что это кофейный оттенок, что это не какое-то проявляющее вещество. Так, раз. 3. Все, 4 ложки я положил. Кофе. Воду не горячую, потому что при горячей будет, говорят, вуалирование раствора и так далее. Размешиваем. Размешиваем. Он должен раствориться. Вот. Интересно, конечно, технология. Вот вроде как надо натурально использовать его, но натуральный тяжелее, надо растворимый. Наверное, все-таки надо в более теплом растворе, более горячем. Сейчас вот надо, кстати, градусник нам потребуется, потому что без градусника, без водного, не понять, что там получается. Сейчас я покажу, как это все меряется и что там такое есть. Вот действительно кофе. Такая вот шняга. Аромат чувствуется на весь. Ну всю яблочную нашу. Так. Меряем, сколько в нашем кофе. Вот вопрос насчет проявителя. Чуть-чуть даже не хватает. Вода холодная, но она, пока мы тут разговариваем, она нагреется на градус. Надо либо 20, либо где-то 21 градус использовать. Здесь где-то 19. Ну, почти. То есть сейчас она нагреется, пока мы в комнате находимся. Вот. Такое вот издевательство, да? Ну вот, действительно, проверим, мифы или реальность. Потому что мифов очень много в последнее время в нашей стране образуется, на которые народ как-то реагирует, верит им, уже всему верят. Поэтому мы тоже поколдуем, колдовством таким займемся, размешивая этот проявитель. Так, теперь добавим соды. Кстати, сода повысит температуру, там экзотермическая реакция. Так, сейчас промоем ложку. И добавим концентрированную соду. Сода должна быть именно концентрированная, то есть которая продается в магазине моющих средств. Ни в коем случае не пищевая сода, хотя пищевая сода тоже имеет щелочную реакцию, но проявка с ней займет много времени, поэтому вроде как, если положить туда соду более слабую, то есть пищевую, то есть сода, это гидрокарбонат, то надо будет ждать, наверное, не полчаса, как мы сейчас будем проявлять, а несколько часов, то есть всю ночь возможно. Так, берем соду и также 4 ложки кладем ее в проявитель. Удобно все равно рукой делать. Кладем ее в кофемол. То есть сода является ускоряющим веществом, оно придает щелочность этому раствору. Кофе, собственно, проявляющее вещество, его задача восстановить галогениды серебра из засвеченные до металлического серебра. Вот. Ну и, короче говоря, сейчас для кофеманов. То есть после добавления в проявитель кальцинированной соды весь аромат кофе улетучился, и он сейчас такое зловоние царит, что как будто бы этот кофе пил дьявол, и здесь еще чувствуется его дыхание сатаны, и так сказать, после этого этот напиток вообще не полезет в рот, и поэтому больше пить его не рекомендую пока. Так. Надо хорошо размешать,
чтобы никаких комочков там не было, потому что им предстоит проявлять. Ну, он должен отстояться, как я понял, еще все-таки какое-то время. Пока что это все происходит отстой, мы поговорим, на какие-то вопросы отвечу. Так. Так. Дело в том, что да, многие слышат первый раз, на самом деле это расхожий рецепт про кофе и с кофе, и как бы в принципе многие применяли, но я вот лично, пока сам что-то не попробую, пока своими глазами не увижу, я не верю в этот миф. То есть программа «Разрушители мифов» известная. Ну, сегодня мы такие мифы попробуем разрушить. Или подтвердить. Так, сейчас кладем его в бачок. Сейчас все, бачок будем использовать обыкновенный. Так, кофе закрываем. А то кто-нибудь придет, выпьет, а там вместо него метол окажется. Или новичок, который получится в результате этого. И опять меня в чем-нибудь обвинят. Каждый новичок. Так, сейчас. Еще продолжаем мешать. Потом надо будет добавить еще воды, то есть примерно пол кружки. И будет уже готовый раствор. Вот бачок, собственно. Сейчас откроем его, что-то он затянут. Вот, то есть советский бачок на 2 пленки. Будем использовать одну неполную пленку, которую я специально отснял для сегодняшнего эксперимента. Какая будет пленка? Пленка будет Акфа. Называться Акфа. Вот такая вот Акфа Пан 200. Авиафот, то есть аэрофотопленка Акфа. Достаточно контрастная. Ну, посмотрим, какой контраст даст кофенол, потому что там мы понимаем, что в нем нет ни противовуалирующего вещества, ни бромистого калия, ни бензотриазола, ничего. Ну, то есть это все эксперимент. Так, сейчас мы в бачок наливаем этот раствор. И сюда еще воды, для того, чтобы ну, я думаю, вот столько хватит раствора. Ну и теперь, когда проявитель уже разведен, составлен, мы проверим, собственно, обладает ли он каким-либо проявляющим действием, то есть способен ли он засвеченную пленку как-то зачернить, то есть создать на ней какое-то восстановление серебра провести. Проверим. То есть проявляет он или не проявляет, или это просто гон какой-то. Вот у нас засвеченная пленка КМ2. И теперь мы кладем туда и смотрим, что с пленкой произойдет. Напоминает программу, где ваши волосы будут мягкими и шелковистыми по времен 90-х. Тоже лапшу на уши вешали и как бы рекламу разоблачали. Когда поместим обычную газету в серную кислоту, а ЧВ-пар дистиллированную воду. Ну, пока мы видим, что она размягчилась, но никакого проявления не идет. Ну, опустим. Пусть она пока там проявляется. И что же дальше?
Вот. Разумеется, наша творческая жизнь продолжается, то есть я делаю всевозможные, готовлюсь, во всяком случае, делать проекты, потому что год новый начался, он, так сказать, идет, несмотря на то, что творится. Вот, и впереди у нас много будет выпусков всевозможных интересных, посвященных разным вещам, кинотехнике в том числе разной. Вот смотрим, сколько у нас О, смотрите, что-то... Хотя нет, пока еще ничего не темнеет, но мне это только сам кофе окрашивает, мы видим, но пока еще нет. Поэтому поболтаем пока что. Вот, например, из ближайших новинок нашей творческой мастерской Киносибири у нас, вот, например, Анатолий Антонов буквально вот сегодня принес кинокамеру Convas, полностью починенную, которую я давным-давно нашел, но она не работала. Анатолий потом сам расскажет, что там, можно сказать, камеры не было. Это камера Convas, ну, первая модель 1900, видно, 58-го года выпуска. Примерно такими камерами снимались фильмы «Летят журавли», вот, и другие картины. И в том числе такая камера летала в космос. Это была первая космическая камера, которую снимал Герман Титов в 1961 году. Интересно было бы повторить в этом году полет на МКС. И спустя 50 лет, сколько там, 60 лет уже, ё-моё, вот 50 отмечали, заснять Землю из космоса, вот это, из космоса конвасом, из космоса снять конвасом. И вот камера полностью работает, с ней подключен сейчас аккумулятор. Анатолий там выставил объективы все, то есть оттестировал эти объективы, они все работают. И сегодня мы даже вот сняли пробу, вот она здесь, мы видим отличное изображение, все в резкости. Вот сняли 1,5 метра, то есть и на крупном плане, и на общем плане. Все соответствует, никакой тяги, никаких бликов, ничего. То есть кинокамера полностью у нас готова к действию, и вот она работает. «24 кадра в секунду». Вот она запитывается с помощью такой станции, Анатолий сделал тоже самодельную. Там аккумулятор 12 вольт. Вот 12 вольт. Обычный вот источник бесперебойного питания аккумулятор. И вот по шнуру все подсоединяется. Все прекрасно работает. Думаю, в ближайшее время у нас будут съемки и обзор этого киноаппарата. Ну, может быть, конечно, и на орбите в космосе, а может быть, хотя бы здесь точно будет. Так, посмотрим. Самое интересное, что там у нас проявляется или нет. Смотрите-ка, я вижу какое-то затемнение. Сейчас мы отмоем кофе в воде. И проверим, здесь ли какой-то эффект проявления. Или это кофейная краска. Вон, посмотрите, я подержал пару минут. И да, посмотрите. Мы видим, что галогенит серебра у нас выделился, то есть пленка проявляется. То есть она потемнела, засвеченный кусок пленки в том месте, где она была опущена в кофе. Ну, очень слабо, конечно, видно, что это не D76, там не какой-то метоловый проявитель, фенидоновый это, но тем не менее, что-то есть. Нам придется очень долго держать, я думаю, что даже не 30, а почти 40 минут подержим. Ну, за это время успеем посмотреть. Так что, понимаете, да, батут работает. Проявитель. Так, сейчас будем готовиться к зарядке пленки. Так. Да, всем спасибо, кто поддерживает нас, наш канал, в том числе финансово как-то, потому что времена у нас
Сложные, но интересные. Жить стало, может быть, похуже, но веселее зато. Все надо находить плюсы. Что надо посылать камеру, наверное, да? Надо камеру. Сейчас. Всем спасибо. Сейчас, простите за небольшой перерывчик. Угу. Да, надо от автора посылать камеры, какие-то символы, поддержка. Да, благодарим. А как такая идея могла в голову? Ну, я вам говорил, это британские ученые, все это мы ничего не делаем, только так и изображаем. Так, только изображаем, поэтому только подражаем. Вот поэтому Западу. Ну, что-то сами, конечно, выдумываем. Так, сейчас мы установим. И я вам покажу небольшой процесс зарядочки. Снимали мы вот таким зенитом. Интересный зенит, да, то есть эту пленку, то есть, потом про него будет отдельный обзор, это сюрприз, что за секретный такой зенит, да, откуда он взялся. На него будет отдельный обзор. А сейчас мы будем, да, в прямом эфире проявлять и кайфовать. От кофейного аромата, запах дьявола, конечно, но что делать, так. Будем заряжать вот в зарядочном мешке. Сейчас я опущу камеру сюда. Так. Так, ну раз мы будем бачок, из бачка в бачок, сейчас я возьму другой бачок, промою. Промою бачок. И в нем буду, крышку надо найти, чтобы сразу закрыть, чтобы мне все в прямом эфире показать. Пленка, потому что находится в самом зените. Ее надо будет отрезать в темноте, в этом мешке сейчас. Засунуть на спираль. Так, спираль тоже берем, она должна быть сухой. Сейчас руки я вытру. И все это заряжу. Там, а потом залью наш чудо-проявитель. Вундерваффе. Так, с руки маленько обсохнут. Так, сказал бедняк. Конечно, от чего это нужно? Во-первых, от бедности, потому что мы готовимся к тяжелым временам. Времена могут быть всякие. Но мы держимся. И не ругаемся на обстоятельства и на жизнь. Так, надо еще зарядить вот на такую пленку тонкую, на эту катушку. Аккуратно сейчас. Ножницы есть. Так, я беру сейчас все это в мешок зарядочный. Наш военный мешок, который прошел наши все реконструкции, боевые действия, открытие памятника фронтовым кинооператорам. Там все происходило перезарядка. Закрываем. Раньше в пальто делал это, в куртках, ну, всякое происходило. Но вообще это специальные вот шились мешки с рукавами, которые в полевых условиях позволяют заряжать пленку. Сейчас будем там в мешке ее сначала с фотоаппарата извлечь. Снимал я ее как 100 единиц, 100 ISO, хотя в пленке 200, ну,
Будем надеяться, потому что думаю, что этот проявитель все-таки не микрофен. Он, я не думаю, что сильно вытягивает как-то чувствительность, хотя могут быть любые сюрпризы, так как это, ну как сказать, это же в любом случае эксперимент. В этом-то и интерес, что мы пробуем миф и реальность. Так, отрезал кусок пленки и потихонечку ее выматываю с катушки. Там где-то примерно пол пленки я отснял. Так, все, камеру можно закрыть. И аккуратненько кончик отрезать, чтобы зашла на спиральку. Возможно, какая-то жесть получится из этого. А может, наоборот. Сейчас же как? Чем большая жесть, тем считается больший художественный эффект. Наибольший брак вызывает какое-то вдохновение. Какое время, чем хуже, тем лучше. Ну, мы не подражаем, а просто пробуем. Вдруг действительно проявителей уже ничего не будет нигде. В условиях постапокалипсиса, там кофейный склад нашли, все. Вот у нас и проявитель. Вот, а вопрос проявителя, да, а вопрос, где же взять закрепитель? Если, допустим, у нас нету готового закрепителя, что можно использовать в качестве него? Опять же, рецепты в интернете говорят о том, что это может быть соль, крепкий соляной раствор или этот самый, как называется, рассол от огурцов, вот, используют в качестве закрепителя. Но самый популярный это, конечно же, моча. То есть используют мочу в качестве, то есть, закрепителя. Но, вы знаете, я не буду это делать сейчас, во всяком случае, на камеру. И, ну, многие говорят, что кто пробовал, говорят, что не получается. Это миф. Что моча закрепляет. Хотя, может быть, в ней есть какая-то соль. Вообще, теосульфат натрия, то есть, который используется в фиксаже, можно купить в аптеках. То есть, он используется для ног. Там что-то, то есть, обкалывают ноги и так далее. От ревматизма, что ли. Фиксируют как-то их. Ну вот пленка уже в бачке. Сейчас мы зальем туда, собственно, наш раствор. Вы увидите, что именно я его заливаю, а не какой-то другой. Покажу этот момент. Так заливаем проявитель кофеманы. Даже отстоялся, такой стал прямо густой. Приятный такой даже на вид раствор. Как будто бы фирменный проявитель. Ну и все, наш бар, кофейня, открывается. И у нас такая вот аквадискотека, кофе-дискотека.
Надо будет вот делать на нашей кофе-дискотеке, переворачиваем, производим агитацию, чтобы все у нас, так сказать, агитация это не в смысле мы агитируем за Навального, а агитация называется перемешивание, то есть раствора, то есть в химии, то есть в проявке пленки, то есть как ее погружение пленки, что-то такое вот. Так мы можем называть это агитацией, мы ни за что не агитируем. И вот, то есть, да, то есть можно так делать, маленько что-то подтекает советский бачок, все будет в пятнах кофе, надо будет стирать, все вот так катают его, кофе-дискотека продолжается. Вот, поэтому надо, главное, чтобы пленка там не лежала, а как-то двигалась. Засекаем полчаса, там уже от него будем отталкиваться от этого времени. Засекаем полчаса. И вот это время будем с вами проводить, кайфовать. Так. Старт. Посмотрим, кто сейчас что нам пишет. Кофе-дискотека продолжается. Раствор работает. Так, смотрим отзывы зрителей. Пока никто ничего не пишет. Я надеюсь, у нас время еще будет пообщаться. Стрим длинный. Проявитель не быстрый. У нас. Вот. А пока мы с вами опять же продолжим миф и реальность сегодняшнего дня. Конечно же, мы, кинематографисты, ну, мы напрямую политикой, конечно, мы не занимаемся, не политиканы, и в том числе мы ни за что не агитируем, и мы не журналисты, которые гоняются за жареным. Все-таки документальное кино, искусство документального кино, это некое осмысление жизни через объектив камеры. Мы сначала, так сказать, проводим анализ, смотрим, наблюдаем, а потом как-то обобщенно в фильмах это все высказываем. И, во-вторых, советская документалистика наша, она никогда не славилась какими-то сенсациями. Всегда это было кино о простых людях и скажем так, с гуманным отношением к героям. Никогда мы героев не унижали, никогда не растаптывали, всегда, даже каким плохим бы он ни был. Вот сейчас, да, мы всегда все события, честно говоря, все равно мы переживали со страной. Вот сколько знаю, кинематографисты, мои предшественники западно-сибирской студии снимали, и когда был 91 год, и когда был, то есть ГКЧП, вот этот, и когда Чернобыль был, и когда Чечня, и когда еще какие-то события всегда, то есть вместе со страной, вместе с народом. Ну вот, поэтому сейчас мы немножечко продолжим, пообсуждаем с вами, да, миф и реальность. Ближайший первый миф, который сейчас мы увидели, это что сейчас творится. Посмотрите, то есть что в стране творится, как говорит у нас один товарищ. Все идут митинговать, идут бузить, непонятно зачем, то есть. И самое главное, что какой повод этой бузы? Вроде как бы и особого повода нет, а повод это, опять же, важнейшее, мощнейшее из искусств, кино-медиа-информация. Это так называемый был фильм Алексея Навального о дворце Путина. Опять же, почему говорю так называемый фильм? То есть, потому что с точки зрения кино. Сейчас очень модно говорить фильм Алексея Навального, фильм там Дмитрия Кондрашова, там, значит, Михаила, там еще какого-то этого самого, Романа Супера и так далее, то есть, которые телевизионщиков. То есть, телевизионные передачи какие-то, бывают весьма даже желтые, выдают за фильм. Фильм это некое размышление и некое, имеющее большее количество материала, охватывающее и содержащее драматургию в течение всего. Это фильм, документальный фильм. Он отличается весьма очень можно от телепередачи. Поэтому называть то, что сделал Навальный, вот эти его вещи, блоги, это скорее просто видеоблог, как это называется, тинейджера-неудачника, можно так и назвать, просто видеопонос. И самое главное, что то, что там показывали, назвать это, так сказать, фактами весьма очень сложно. То есть посмотрев этот весь материал, я, так сказать, понял, что это просто обзор компьютерной игры, то есть какой-то обзор игры, то есть как блогером, то есть, но и почему эта вся лапша вызвала такую бузу в обществе, мне непонятно. То есть видно, что люди совсем уже разучились думать. Ну, не знаю, конечно, многие могут оспорить. Давайте посмотрим фрагмент из этого произведения. Пока мы сидим, может кто не видел,
Там я что-то вырезал из него, какой-то кусок, то есть, но кто не видел, давайте посмотрим. Вот, поэтому вперед. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официальная подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз. Да, вот то ли дело Соль. Это новый Версаль, новый Зимний дворец, по-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи, пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент, окна законопачены, бассейн закрыт, стройматериалы лежат на земле, снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Почему здесь стройка? Ведь на спутниковых снимках 6-летней давности было видно, что дворец полностью готов. Нам объяснили строители. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей плесень и разгильдяйство. Дворец был самое большое число просмотров, в отличие от нашего канала. Вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. Но что для Путина траты и головная боль, для нас шанс узнать больше про его дворец. Ведь в реконструкцию вовлечена куча народу, и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта. Вот, например, дендрарий. Там собраны редкие и уникальные деревья. А для тех растений, которым некомфортно в таком климате, на открытом воздухе построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров. За этими деревьями и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников. Летим дальше, видим стену из зелени и внутри нее скульптуры. Жаль, нельзя разглядеть, кто там. Может быть, памятник покровителю Ельцину, может быть, Леше Миллеру с конвита. Их было 3. Одну убрали и насыпали вместо нее гору. Только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь. Мы долго пытались понять, что там внутри, и в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренность. Это может быть любой дачный поселок, любой какой-то санаторий недостроенный. Размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно, ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Интересно, подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Наверное, воображает себя гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец». Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю зарыли ледовый дворец, который вообще-то высотой с 5-этажный дом. Свобода мнений у нас есть. Летим дальше к той части дворца, которая отвечает за его жизнедеятельность. Видим 200-метровое здание с вышкой и кондиционерами. Оно не подписано в документах, но к нему подведен нефтепродуктопровод, а от него идут сети теплоснабжения. Значит, это такая котельная. Огромная мачта дальше отвечает за связь. Там находятся как базовые станции сотовых операторов, так и антенны правительственной связи. Вдалеке собственная автозаправочная станция. Видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала, и там живет персонал не самых высших категорий, охранники и строители-вахтовики. А рядом с ним мозг всего комплекса, здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Ну, какой Давайте сценарий, немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который отсюда открывается. Очень красиво. Раньше это видел только Путин с вертолета, а теперь можете и вы. Вот, посмотрели фрагменты из этого народного творчества. Ну вот как вы видите, что и что как бы. Как говорится, гора родила мышь. Вот. Но тем не менее, из-за этой мыши, как вы видите, сколько народу пострадало. Многие это головы разбили, многие еще непонятно что, то есть, и настолько быстро во все поверил. На самом деле типичная манипуляция фактами. Взяли картинку одну, звук другой, то же самое, что, как вы говорили, было и с отравлением так называемым Навального, когда якобы какой-то
сотрудник ФСБ, то есть, или чего-то, то есть, кто-то ему позвонил, он ему позвонил, и вот он признался. Это, знаете, типичный пранк, то есть, такой же, вот, как мы, допустим, помню, еще будучи тинейджерами, на детские рации, якобы вызывали милицию, хотя на самом деле просили товарища на другом конце, который отвечал якобы, что он это отдел такой-то там, то есть и так далее. И там школьники младшие верили в то, что там милиционеры, то есть говорят. На самом деле это все, ну вот сейчас что-то типа такого. Но народ уже настолько, видимо, облупился, что верит как бы в это во все. Но эта манипуляция фактами, она идет давно уже, и на телеэкранах она идет, и в интернет она нахлынула. Это еще вот со времен того, я показал, когда Сергей Курехин рассказывал, что Ленин является грибом, и доказал с помощью там тоже приглашенных якобы экспертов, ученых, что даже такой абсурд, такой бред зритель верил. Это вот манипуляция с помощью медиа информации и с помощью медиасредств очень мощных. И самое, что народ наш, он уже к этому привык, то есть верить этой картинке. Посмотрите, что совершенно неопровержимые доказательства. Этой передачи легендарной. 91 год. Октябрьская революция делалась с людьми, как раз называли союз. Потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала, просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по очень похоже принципу. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие, находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из всех полезных ископаемых, которые... Он, конечно, оригинал, молодец. Понимаете, совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нету верхушки. Верхушка — это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик — это грибница, то мухомор — это Ленин. Вот, то есть, понимаете, получается, что ничего не напоминает. Ничего не напоминает. То есть, также были показаны схемы, также рассказано, это практически в фильме Навального можно добавить, что еще бы он доказал, что Путин гриб, по сути, является. То есть, вот теми же самыми средствами. То есть, а народ как бы вышел на улицы, поверил это, даже причем взрослый и так далее. То есть, это, поэтому, конечно, это гигантский спектакль в масштабах страны, который как бы, как-то сработал, не знаю, то есть, вот как вот этот кофе, может быть, я тоже там налил, скажете, проявитель туда самый лучший, разбавил просто немножечко, я подмешал в кофе, то есть, все химикаты, и вот сделал этот пранк. Тоже можете не верить, ваше дело. Вот как бы вот, да. Ну вот, тем не менее, по поводу дворца Путина вышло опровержение, этому всего тоже можно верить, не верить, но тут все-таки не компьютерная игра с коптера показанная, а все-таки какая-никакая картинка, из которой прекрасно понятно, что это не дворец по домам Путина, нам помог проводник, даже более представитель того. технического Ну, надзора, кто не видел, который посмотрите еще следит за здесь. возведением дворца уже 6 лет. Строитель несколько раз отказывался, но в итоге перезвонил, и мы на полной скорости рванули в солнечный Геленджик. Уже на месте он четко озвучил свои условия. Снимаем объект снаружи, внутри без ограничений, но на все про все час. И это максимум, что он может сделать. Так что никаких прогулок по садам и вечерка на берегу. Да, нам тоже жаль. Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Даже странно, что такое местечко их лишено. Итак, самое главное. Что Может быть, конечно, на каких-то акцентах сделали не я совсем увидел тех, своими но... глазами.
Описать локацию В принципе, довольно просто. наверное, Это один близко это к сплошной документальной бетон. съемке. По сути, все А не к передергиванию фактов, которые есть в расследовании Навального. Похвастаешься. Вокруг куча рабочих. Почти на каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили, в общем, занимались тем, чем и должны заниматься. За час мне удалось посмотреть каждую комнату и каждый уголок здания. Если честно, было достаточно скучно, но зато можно точно поставить галочку в списке достижений. Мне удалось увидеть тот самый дворец. Начали поход мы со знаменитой кальянной. Вместо теоретических дымных трубок тут более скромные элементы декора. Каски, робы, сменная обувь. По сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может быть, кто-то и использует это пространство как место для перекура. Дальше по списку комната грязи. Помещение находится возле бассейна, который уже есть, но пока на начальном этапе строительства. Наш проводник поведал, Осталось что 14 по минут проекту до здесь окончания будут проекта. душевые. Важно закрепить. Грязи тут не больше, чем в любом другом помещении. Ну и, конечно, любимая всеми аквадискотека, про которую уже и песни поют. Я нашел ее правее от парадного входа. Сами строители называют мемную локацию просто фонтаном. Мне же это напомнило скорее какой-то бассейн с местом для бара. А что насчет театра? Как там с репертуаром? В общем, тоже очередной бетон. Здесь есть помещение, где уже видны наметки будущей сцены. Правда, строители называют это место скорее концертной площадкой. Актовый зал Дома культуры на максималках. Итак, на самом деле везде бетонная комната за бетонной комнатой. Что в итоге увидел я? Фасад здания на 10 из 10, он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, иногда даже гардеробные. Плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне совершенно неизвестно. Соединяет комнаты длинный коридор. По расчетам нашего проводника зафиналит проект не раньше, чем через 5-6 лет. При этом работают тут как-то не торопясь. В целом я их понимаю, с таким видом на море спешить особо не хочется. Вокруг же, из того, что удалось разглядеть, территория с красивым садом. Правда, разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось, равно как и узнать имя владельца. Очевидно, что вся эта лепота стоит на берегу очень красивого места. А что будет, когда закончат? Похоже ли это на личное поместье или на роскошную гостиницу из топа букинга, или, может быть, на дом престарелых для олигархов? Бетонные стены, которые я увидел, ответа на этот вопрос не дали. В общем, сплошное разочарование. И вот, где правда у Мэша или у Навального, или вообще нигде нет. Но это решать самому российскому народу, который ходит. Но вот я для себя, знаете, понимаю, что как бы даже еще до выхода вот этого опровержения я видел, как бы, что я не думаю, что Путин совсем олень, чтобы строить такой дворец. И даже если бы я был Путиным, я бы не делал. Потому что, во-первых, у него есть много государственных всяких дач, резиденций. Даже если есть своя какая-то собственность, то есть смысл вот это вот все строить. Действительно, скорее гостиничный комплекс какой-то, который, так сказать, чего-то для сдачи для богатых в аренду. То есть это вот это больше понятно. Но вот так передернули, но и народ, вот, действительно, кто олень, то есть они пошли, то есть ради того, чтобы побузить. Понятно, это было не из-за этого, то есть понятно, что и голод, и какие-то проблемы ходят туда. Ну вот, допустим, у многих проблем, у меня, допустим, тоже проблемы есть, не все хорошо, да, но я же не сваливаю на других, в том, что, скажем, и в личной жизни ничего, и в работе у меня никакой работы нет, и карман дырявый, который не нравится вору. Да, то есть, но я понимаю, что это все больше я виноват, а не Путин там или кто-то еще. И вижу, что кто-то добивается чего-то, почему бы и нет. Надо в первую очередь начать с себя, а потом уже бузить. Конечно, это побузить, поорать, это легкий способ получить популярность или чего-то такого, но я вам скажу, что это бесперспективно в данной ситуации совершенно точно. Можно так сказать, потому что, когда нас что-то приводило к чему. Да, дворец, конечно, не для всех. Это, да.
для какой-то элиты, но не факт, что это, я говорю, что именно за деньги государства или государства. Возможно, конечно, чего-то как-то, но я говорю, сколько всякой другой собственности есть у всех. Вот смотрите, пленка даже видно, что она проявилась. У нас ничего нет, бояться нечего, скрывать нечего, поэтому что россиянам только так обсуждать. Ну а зависть, это русская зависть и национальный двигатель всегда у нас, она двигает, получается, вот, народ. 10 минут осталось до окончания проявки. Вот, как бы потихоньку не проявляя, самому не стали грибом. Хотя бы не грибным раствором, то есть это делаем все. Вот я обычно использую, буду нейтральный фиксаж, то есть я сульфат натрия развел, буду его использовать. Вот завтра планируют эти акции, не знаю, что будет, то есть я посмотрим, то есть и документалисты это в любом случае документируют события. Так что это все должно попасть, посмотрим в объектив камеры, конвасом, не знаю, будем, наверное, попробуем снимать конвасом даже, потому что это эпохальная камера, надо все запечатлевать, что происходит. И только пленка это единственный хранитель данных. А решать вам, то есть как относиться к этим событиям, быть оленем или не быть, это мы ничего не навязываем. А новосибирская полиция как работала? Ну, наверное. Новосибирск это вообще, честно говоря, интересно, что вообще такие протесты, такая буза все-таки идет. Потому что он протестный город всегда. А протестный почему? Много умных, много нереализованных, в том числе, много хотят побузить и нереализованного какого-то таланта и потенциала. И поэтому вот постоянно какая-то оппозиция здесь. Вот. Есть такое, это в крови уже нашего города. От этого ничего не поделаешь. А милиция, ну, пока, да, пока такой жести не было, чтобы кого-то убивали. Поживем, увидим. Если, конечно, никто не будет провоцировать, никто бузу не будет устраивать там. Ну. Все мирно пройдет, похлопали в ладоши, ну и все, ничего. Добились так. Народ смотрит. Так, какие бы еще байки? А надо байки рассказать. Пока сидим, надо продолжить рассказ баек. Во-первых, сколько баек я видел из проявки. Например, одна из курьезов связана с проявкой. У меня был такой ученик, Иван, в Старой Мельнице, когда я преподавал в студии. Он проявил пленку первую в своей жизни и ушел. Однажды ушел и открыл воду, уже промывать на финале ее. Пленка промывалась, а там вода в старых кранах пока долго, там еще по стояку набежит, пока смешается смеситель, вроде была холодная. Он отвлекся, пошел поболтал, что-то выпил квасу, все, смотрю, я буквально оглядываюсь, а уже из пленки, из бачка идут клубы пара, то есть пошел кипяток из воды, и пленка сварилась, даже эмульсия, не то что даже ретикуляция, просто эмульсия смылась, и все, то есть вот такие вещи тоже бывают связаны с проявкой, то есть, ну, у меня такого не было, но я был свидетелем такого. Еще бывает всякое, но в кофе мы еще не проявляли, то есть. Вообще раньше цианистым калием закрепляли, проявляли парами ртути, то есть вообще надо в следующий раз попробовать, кстати, проявить над парами ртути, держать, а закреплять в цианистом калии. Где только все это достать, но можно при желании. Тоже мифы и реальность. Проявление идет. Вот что-то жалко, нет прибора ночного видения с собой здесь. Подглянул бы, что там происходит. Хотя он даже с небольшой подсветкой, наверное, подсветит панхроматическую пленку. Ну, не знаю, она даже ближний инфракрасный видит. Осталось ждать. 6 минут. Ну, не знаю, обидно, не обидно, что получится, не получится, но это же эксперимент чистой воды. Не хотелось бы, чтобы тоже гора родила мышь. Вот.
Пока тут замою, кофе наляпал. Везде пятна сейчас очень неприятные. Ну что делать, кофенол. Ждем проявочку. Задавайте вопросы какие-нибудь. Обо всем готов поболтать в этот добрейший вечерочек. Мокументари. Ну про документальное кино «Соль». Многие спрашивают про фильм «Соль», который вы посмотрели, оценили. Это фильм нашего, во-первых, я скажу, кто автор, кто режиссер. Это Владимир Эвальдович Эйснер. Эйснер — это у нас один из ведущих документалистов сибирской кинодокументалистики, да и вообще, я бы сказал, российского кино документального, лауреат государственной премии, заслуженный деятель искусств. Очень много у него кинонаград всевозможных на зарубежных фестивалях. Ну, известный фильм, который он сделал документальный, это был фильм «Жили-были 7 Симеонов» про захват самолета вот иркутскими вот семьей Овечкиных. Потом был после этого художественный фильм «Мама», да, был сделан, где Мордюкова, там Машков и так далее. Но первый был все-таки, снимал Эйснер, он снимал его про то, как джазовый этот ансамбль занимался. Были просто ребятами, которые выступали, а потом они захватили самолет, и случилось все это побоище, то есть их последующая судьба. И до этого в этом плане им повезло, их в это чутье документалиста. И вот он с тех пор делает каждый фильм, и он получает постоянно призы на фестивалях, за рубежом в том числе, и поэтому в Новосибирске знают по вот этим документалистам. Был еще Шиллер у нас, Юрий Андреевич, и вот Соломин Валерий Викторович, ну еще несколько мастеров. Но вот в первую очередь, вот сейчас ныне действующих, это Владимир Эвальдович, который делает это кино. Фильмы финансирует Минкульт, Госкино, так называемое. Мы подаем заявки, участвуем от студии Азия-фильм, допустим, подаем заявки, и я свои какие-то фильмы, и вот Владимир Эвальдович и другие мастера, какие-то режиссеры независимые, даже дебютанты, то есть имеют возможность подать, если интересная заявка заинтересует его, может подать Минкульт, то есть как и дебютные картины, как я делал в том числе, и вот еще делали люди через студию. Вот, потому что все-таки авторитет есть какой-то. Но это лотерейный билет, то есть финансирование фильмов, как распределять, все это делается в Москве. И мы, получается, наравне с московскими кинематографистами, воротилами также сражаемся. Но иногда мы получаем много фильмов, по 4 фильма в год и так далее, финансирование от Минкульта. Но в этом году вообще ничего не было. Один киножурнал получили, фильмов как таковых нет. То есть бывает всякое, лотерейный билет. И вот «Соль» она выиграла в 2018 году эту субсидию Минкульта, и то есть такая заявка. Место было известно, потому что сам Эйснер из Алтайского края, где находится соль, не в этом месте живет, но как-то знал про это место, и что там добывается соль еще с екатерининских времен. И вот поехали, сняли материал, то есть несколько раз приезжали в течение сезона. Даже зимой снимали, но зимние кадры не вошли сюда. Вот автор решил сделать такую картину. Сценария как такового не было. То есть сначала, примерно подается заявка в Госкино, допустим, о чем фильм, кто герои, какая проблематика. Синопсис примерный, то есть что там происходит. Потому что в документальном кино, как говорится, если в игровом режиссер это бог, в документальном бог это режиссер. То есть сама жизнь режиссирует, добывает все, что угодно. И, конечно, предсказать было нельзя. То есть думали, один фильм получается все равно немного другой. Вот, и поэтому вот поехали, в основном все из наблюдения, пообщались с героями, с начальством, которое там работает, руководит, и с простым народом, в первую очередь, который там живет, который трудится. Набрали вот этих героев, и, конечно, сама натура, она сделала фильм, по сути, натура, конечно, прекрасная там, то есть там Кинзадза или вот Хаяо Миядзаки, «Унесенные призраками», но вот сейчас спрашивают многие, вдохновлялись и строили как у Миядзаки или нет. Вот если у меня в ВКонтакте и в Инстаграме выложены кадры, где есть сравнение фильм «Унесенные призраками» Миядзаки внизу, и сверху фильм «Соль».
похожие кадры, где рельсы, уходящие в воду, там еще какие-то моменты. На самом деле никто, конечно, ничего не копировал. Фильм Миядзаки, конечно, видели «Унесенные призраками» до этого, но как была ассоциация такая, но специально ничего не выстраивали. Кадры вот сами вот ложились, и поезд, и дети, которые там гуляли, подсмотрели просто, то есть случайно, то есть ребятишек вот этих на рельсах, то есть ребятишки дойдут, я Урсы как раз Blackmagic снял, длиннофокусников их, как идут. А потом, уже просматривая фильм, я нашел ассоциации с фильмом Миядзаки и подмонтировал, вот так совпало пересечение. Наверное, он бывал в юности или когда-то на Бурсоле, в Алтайском крае, и вдохновился этим, и в Миядзаки использовал фильм «Унесенные призраками». Нарисовал это. Смотрим, что там. А где цианы стекали, ну, надо искать, все можно найти, и где ртуть. При какой максимальной температуре сохраняет свойство, что... Вот, да, проявка сейчас уже подходит к концу. Скажу, что при какой температуре. Если планируете хранить больше года, пленку, кладите ее в холодильник, а еще лучше, то есть в морозилку больше года. А так лучше в прохладном месте, ну, если несколько недель там, она может так пролежать без всего. Ну, зависит от типа пленки, от какая температура. Если в жарком климате, она быстро портится, а в прохладном дольше сохраняется. Вон на Шпицбергене вообще у нас была в вечной мерзлоте, в хранилище судного дня. Все это очень долго не теряло изображение там. И фотобумага, кстати, не потеряла чувствительность, ее прекрасно проявляли, печатали с нее фотографии на пирамиде. Ну что делать? Выливаем раствор, выльем проявитель, промоем после кофе и зальем фиксаж. Так, сейчас сюда, да, сейчас я в раковину все это покажу, процесс. Что, выливаем? В всяком случае, это не какая-то жесткая химия. Сода и кофе. Ну, то, что там может получиться, может за новичок нахимичить. Вот, выливаем раствор. После контакта с пленкой он стал черный такой. Неприятный совсем. И вонь, как будто бы действительно запах дьявола еще чувствуется, который пил этот кофе. Этот кофе. Так, только он. Заливаем промывочную, так же, как было бы при обычной проявке. Как будто бы был проявитель. Сейчас надо от кофе отмыть, чтобы он в фиксаж не попал. Думаю, стоп-раствор тут даже излишне. Проявитель не быстрый. Помываемся. Все заляпано кофе. Можно баристом теперь устраиваться. Работы кинематографистом нет. Придется бариста делать кофе. Я так понял, промываем, пока окраска не уйдет. Разрушители мифов продолжают удивлять. Смотрим, что там пишут. А почему Ленин радиоволновой грипп? Ну, наверное, потому же, что и Навального отравили новичком, то есть просто пранк. Он доказал, что это манипуляция фактами, то есть откровенно все. Но хотя может быть, потому что в ту же перестройку, когда был снят Ленин грипп, очень много лилось потоков лжи, и правды, и лжекова правды, и лжи всего. Не переметку с экранов телевизоров, с газет. И поэтому вот Кулехин, автор вот этого Ленин грипп, был на самом деле не глупым мужиком,
он на самом деле заканчивал, насколько я помню, по компьютерам, то есть по вычислительным каким-то системам, ну, то есть серьезный специалист, и он, в принципе, всю эту кухню понимал, информационной войны и так далее. Ну, меня спрашивали еще, сейчас вижу, спрашивают про то, что не было ли на Шпицбергене пленки для съемки, пленки не было, не экспонированной. То есть ее, я так понял, даже если что-то было, ее вывезли вместе с учеными, вместе с этим совсем или истратили. Оставалась только фотобумага и фотохимия, и все это было рабочим. Хотя пролежало, то есть 90, ну, с конца 80-х там, до 90-х каких-то годов. Ну, последние там 90-м годом датировалась новая. До сих пор действует. Пленки не было. Может, конечно, что-то где-то и есть. Утренники в детском саду документальное кино или не документальное? Документальное кино это не просто... Вот утренники в детском саду, можно назвать их хроникой. То есть, конечно, хроника не общероссийского, там, не международного масштаба исторического, хроника для этого сада, для этих родителей, детей. Это тоже хроника, но это не документальное кино. Документальное кино, оно требует материала, большего материала и его обработки, то есть режиссер, так же как и в игровом кино, выстраивает драматургию, осмысляет как-то, осмысливает вот это все происходящее, и при этом он еще, то есть, имеет обязательно какое-то авторское документальное кино, здесь авторское мнение, авторское видение, потому что ну, это же режиссер, он не робот, не автомат, все равно он не может чисто документировать, он все равно как-то к этому относится, хорошо, плохо, ну, то есть, либо пытается разобраться, чтобы зритель разобрался, то есть, в происходящем. Поэтому документальное кино это отдельный вид искусства, который сейчас уже, ну, многие забывают об этом, что это такое. Сейчас все документальное. Ну вот, вроде промыли, сейчас заливаем фиксаж. Все, весь кофеин оттуда вымылся из слоя. Что там в бачке, я до сих пор не знаю. И это мы с вами сегодня в прямом эфире увидим, будет ли картинка или не будет. Фиксаж настоящий, это не цианистый калий, это разведенный тиосульфат натрия, кристаллический, покупной. Покупной тут остатки, или вот такого даже советский. Порошок, а ну-ка съешь меня, дружок. А мне мама говорила, порошочек это сила. Так, и теперь заливаем фиксаж нейтральный. Ну что, можно в аптеке купить в ампулах его. Не очень, правда, дешево выйдет, но если ничего нет, и вы в каком-нибудь городишке можете купить и развести, подольше подержать, и там будет тоже тиосульфат. Это опять же школа выживания все. Главное не унывать. Так, закрываем. Крышка, где крышка? И, ну, несколько минут 5-6, я думаю, надо подержать, потому что уже не втерпешь, конечно, посмотреть, что же там получилось. Что же мы нахимичили? Неужели кофе смог проявить пленку и какого будет качество изображения? Также катаем его. Продолжаем кофе-дискотеку. Кофе-дискотека. Вот видите, запомнилось же. Сделали все. Бренд.
Вопрос, какая подача материала, а вопрос, что за этим стоит, это уже другое. Ну, думаю, им хорошо платят этим людям, которые это все изготавливают, такой контент. Не то, что нам. Нам, к сожалению, только дюлей от Родины. В основном, но мы все равно ее любим, держимся. Куда деваться? Где-то искать счастье, непонятно где. Только здесь, вместе со страной, с проблемами и самосовершенствование только. Постоянно что-то придумывать новое, пробовать, дерзать. Все-таки у меня есть мечты, то есть планы на этот год. Но, во-первых, все-таки, конечно, хотелось бы, в том числе и со Шпицбергеном, как-то было, надеюсь, у меня продолжится история. Хотелось бы все-таки показать кино на леднике Норденшельда, которое мы планировали. Сделать проекцию такую и привлечь к тайне ледников Арктики. Ну и вообще к том, что Россия все-таки есть и держится на Шпицбергене в том числе. Вот. Фестиваль продолжить, потому что это хорошая идея, самый северный фестиваль мира, который мы проводили. И после этого же норвежцы подхватили. И вот они в 2022 году хотят тоже, когда пандемия спадет, норвежцы уже фестиваль будут проводить на Шпицбергене. Но он все равно будет южнее того нашего фестиваля, который был в пирамиде. То есть Лангир там на 100 километров, там на 50 километров, даже наверное, 60 южнее все-таки. Поэтому они нас не побьют. Русские все равно впереди. Ну, я думаю, что настал тот самый момент с волнением и любовью, когда каждый раз, как ребенок, я беру и радуюсь, что же там проявилось, что же там все-таки есть в этом изображении. Ради этого, наверное, этим и занимаюсь. А тут вот впервые кофейное изображение. Может, конечно, будет разочарование, и в меня полетят сейчас тапки, скажут, вот шарлатаны. Но опять же, мы скажем, мы разрушили миф, что кофе проявляет. А если там будет интересная картинка, то подтвердим. Ну, внимание, внимание. Па-па-па-пам-парам. Что же там есть? Сейчас я как-нибудь откручу бачок, чтобы что я сюда ничего не подложил. Что же наша аква-дискотека, сфера-дискотека, кофе-дискотека, чем же она закончится? Так, чтобы всем было видно, бачок. Оп. Что-то очень тонкий негатив. Но есть ли там какая-то следы картинки? Да! Посмотрите. Очень слабенько, конечно. Надо было дольше подержать. Но изображение есть. Видите, есть кадры. То есть, наверное, может быть, час, если вы подержали, было бы поплотнее. Но что-то там есть. Я думаю, что даже можно будет просканировать, получить какую-то картинку. Вот. Видите, то есть кофе проявляет, батут работает. Надо только, конечно, подольше, не полчаса, как было указано. Где-то я прочел просто так, от фонаря. А все-таки раза в 2, наверное, побольше. Ну и стрим подольше был бы тогда, конечно. Но, тем не менее, картинка есть. Сейчас мы смотаем и ее обратно. Надо будет промывку. Что-то я вырвал ее так. Разволновался, честно говоря. Я, то есть, сначала думал, что я обосрался перед всей страной. А потом понял, что не совсем. Есть еще у меня шанс как-то реабилитироваться. Но тем не менее, видели, картинка есть на этой пленке. Может быть, на другой пленке другой был бы результат, не знаю. Надо обратно ее туда нафуговать. Ну, может быть, концентрация кофе недостаточная. Может, пленка, то есть, действительно, аэропленка, она требует более интенсивной проявки. Не знаю. Везде есть секреты какие-то мастеров. Но у меня первый опыт такой. Первый блин, так сказать.
всегда комом. Но зато все честно. Я нисколько не знал, сколько проявлять, чего и как, и что получится, не получится. Только по слухам все это. Которые якобы кто-то когда-то чего-то делал. Ну все, сейчас все профиксировалось. Я фиксаж сливаю. Беру воронку. Ну, все это сливаю, промываю и отсканирую. Не знаю, вот получится ли мне, видите, не успеет все это высохнуть. Так бы я скан кинул бы сейчас прямо сюда в стрим. Это было бы угарно. Можно было даже сканы обсудить. Но я думаю, нам торопиться-то особо некуда, да? Как я понял. И народ даже может подождать какой-то мокрый скан этого всего чуда. Да, подождете мокрый скан. Сейчас промоемся. Так, надо что-то. Пока отмываем. Аквадискотека, аквадискотека. Супер аквадискотека, аквадискотека. Промываемся. Отмоем от грязи и пыли. Ну, конечно, да, тонкий негатив, но, тем не менее, картинка есть. Действительно, надо дольше просто интенсивнее проявлять. Может быть, действительно, соды добавить чуть-чуть. Ну, опять же, сода, наверняка контраст возрастет. Пленка и без того контрастная. Какие-то выводы надо сделать. Сейчас я быстренько сбегаю за ферри. Добавлю ферри, чтобы отмыть оттуда раствор. Что-нибудь можно посмотреть, пока, наверное, закину в стрим. Что ж показать-то? Пока все это происходит. Навальный не надоел. Надо не Навальный, чуть наше. Сейчас посмотрим, что есть такое в резерве. Почти все мы уже показали. Ну вот, анонсирую небольшую заставку новой кинопанорамы нашей, которая скоро будет. Надо только подождать. Подождите, пока хожу за фейри. Вот, парам фейри у нас есть. Сейчас мы его добавим в воду, чтобы он нам помог свернуть капли жесткой воды. Ну, может, я раньше ушастый нянь использовал. Такой вот детский шампунь. Сейчас что-то фейри взялся для отмывки. Мыть жировые пятна в том числе. Смачивать их.
покупаю там пленку. Сейчас будем сушить. Вот так встряхну. Попытаемся экспресс как-то ее высушить. Фена нет, к сожалению, никакого. Чтобы нам... Сейчас встряхну. И вот наш негатив. Слабый, но не бесполезный. Вот, конечно. Вот засвеченная зарядка. Видно, что вот, собственно, результат нашей проявки. Так, сейчас мы ее повесим. Проанализируем немножко. Это же на полиэфемерной основе, а на ПЭТ она быстро высохнет. И прямо сюда я стрим скину, оценим, что там получилось, потому что изображение все-таки есть. Скорее есть, чем нет. Недопроявлено, но что делать так. Ну все, в экспозиции было снято. Вот видите, пейзажи, портрет нашего Анатолия с конвасом. Я тут стою с конвасом тоже. Сегодняшний, который я вам показывал, и какие-то пейзажики. За окном зимние, видите, темный это снег. Можно, конечно, не терпится подглянуть, посмотреть, что же там такое проявляется. Я тут открою форточку, сюда потянет, и быстрее это все у нас проветрится. Так. Сканер пока принесу. Многие, кстати, просили показать процесс сканирования, каким сканером сканируем. Пока про сканер немного расскажу. Вот сейчас найти только место для него в ванной. Не замочить его, кофе не забрызгать. Сканер я использую старенький довольно-таки. Называется он Epson. Планшетник. Epson 4990 фото. Он чем удобен, что он мультиформатный и 35 мм сканирует, но можно ставить любые рамки и сканировать даже большие 18-24 негативы. Можно 6х6, любые 6х9. Вот, и довольно-таки неплохо сканирует. Вот сегодняшний скан. А, кстати, скан покажу вам сегодняшнего негатива. Это вот конвасовский я отрезал. Что там получилось? Причем объективы старые на конвасе. Все такое было. Уже стекла ушатанные. Скорее, я думал, что это экспонат будет такой, этот конвас. Но он заработал. Так, сейчас будем разгребать место, чтобы сканер поставить. Стиральную машину сейчас сюда. Пока пленочка наша сохнет. Включаем розетку. Аква, дискотека.
Вот такая у меня сегодня в моей ванной аквадискотека. Кофе пьем, кофеиновый проявитель. Хотел же подольше подержать, думал, минут 40 надо. Ну, я думаю, тут надо час. Тогда бы черный стал черным. Так что вот, запомнили. 4 ложки кофе, 4 ложки кальцинированной соды на бачок 350 мл. И проявлять, я думаю, в районе часа попробуйте. То есть вот такую пленку, имеется в виду пленка Аква Авиафлот, которая идет как аэропленка. Ну, на других надо экспериментировать, каждой пленке подбирать этот рецепт. Тут что-то пишет. Ну, может быть и до утра, конечно, проявлять. Но мне кажется, что в районе часа что-то бы хватило. Потом, ну, хотя я сомневаюсь, что в таком проявителе можно что-то перепроявить. Он все-таки такой малоактивный. Включили сканер. Сейчас я пока сюда вам покажу изображение. Тут есть захват. Покажу вам картинку с конваса сегодняшнюю. Вот картинка из окна, то есть которая получилась с конваса. 35-й объектив. Пленка КН2 87 года, то есть почти, может, моего ровесника. Пленка 87 года КН2. Вот рамка кадровая, то есть вот изображение, которое получилось. Довольно-таки резко, неплохо. Это вот я приблизил даже вот. Если посмотреть полный кадр, вот она. И, скажем, близкий план, то есть проверили, что соответствует бесконечность или не соответствует наводке. Да, все Анатолий отвестировал на автоколлиматоре. Все получилось у нас. Вот, скажем, крупный план. То есть вот нормальное такое советское изображение. То есть, как вы видите, тоже батут работает, конвас работает. Когда убрать картинки. Ну что, там пленка сохнет. Сейчас она подсохнет. Я также отсканирую и покажу здесь картиночки сюда. Фото со Шпицбергена просит сбросить. Да, Андрей Владимирович, передаю вам привет. Это мой учитель, граф Баулин. Вот, да, присоединился к нашему чату. Андрей Владимирович, так, сейчас я вам что-нибудь покажу интересное. А вот, по-моему, у меня есть... где-то у меня он был. Я аж не помню, где сейчас. Я вот недавно посылал кадр, собственно, ледника, о котором я сейчас упомянул, ледник Норденшельда, да, который находится на Шпицбергене, напротив поселка Пирамида. И вот сейчас я сброшу этот кадр. Снимал я броникой на широкую пленку. На слайд. Сейчас сброшу. Пока у нас все сушится. Как на Шпицберген попасть? А вот волей судьбы. Есть же турист, можно как туристом поехать, а можно подать в Арктик Уголь
Арктик Уголь, есть такая фирма, подать туда заявление, там вакансии, устройство на работу, и они в своем самолете тебе оплачивают дорогу до Шпицбергена, но там минимум 4 месяца, либо полгода, как правило, полгода минимум. 4 редко когда, кого-то гидов только. Можно на шахту устроиться, в мерзлоте лед подколачивать. Баренцбург поселок российский. Все в ваших руках. Сейчас мы как-нибудь перебросим сюда с диска. Что там, подсыхает уже? Да, уже вот я вижу посередине разводы, а пленочка подсыхает. Сейчас. Пока. Угу. Самый быстрый через контакт, оказывается, смешно. Так, ладно. Ну, то есть даже пережатые всевозможными стримами картинки будут достаточно резкие, я вижу. Стрим. А вторая почему-то сжатая получилась картинка. Ладно, сейчас покажу ледник Норденшельда. Так, это я убираю. Добавляю сюда. Видите, впервые какую-то стрим-программу использую, чтобы можно было все подгружать сюда, загружать. О, маленькая картиночка получилась по разрешению. Это ледник Норденшельда, собственно, на стенке которого и планируется показать в кино. Вот это здесь, спроецировав на нее картинку. И лазерную проекцию. Конечно, лучше лазерную, но можно и классическое кино. Сейчас покажу ночное время. Уже там картинка побольше. Так вот. Опа. Вот, собственно, ледник Норденшельда и залив. Вот Билефьорд такой. Видите, это слайд. Вот слайд, который я снимал на пленку Вельвия, Fuji Вельвия. Заряжал ее в камеру Броника. Это 6×6 квадратный кадр. Вот, собственно, ледник. И это не солнце, это луна. То есть солнца уже не было. Это конец октября, середина октября, по-моему, какая-то. Уже солнце не показывалось. Полярка начиналась, уже подходила. И вот какие-то отблески. А это вот луна. Мы ждали солнца, пришла луна. Зашла луна. Это где-то 2 или 3 часа дня. Понимаете, днем это. Такая вот луна и такая вот совершенно космическая красота. А когда луны нету, северное сияние над ним видно. Представляете? А, кстати, я покажу пробную проекцию, как я делал пробную проекцию на здание. На ледник у меня не получилось до него доплыть. То катера не было, там, то шторм, то еще что-то. Покажу на что-то другое. Вот, смотрите, да, если укрупняться. Вот, собственно, такие ледники. Это горы, какие-то вулканы, видимо, потухшие. Это пленка. Буквально выдержка была порядка 30 секунд, наверное, 20 или 30 секунд. То есть я держал, то есть, ну, с прикрытой диафрагмой. Со штатива снимал. 150-м объектив. Нет, ну, Провия просто у нее она теплее, у нее диапазон пошире, она ближе к портретной пленке, а для пейзажей Вельвия в основном, конечно. Фото северного сияния, есть видео северного сияния. На слайд я пытался снять северное сияние, но у меня пленка только 100 единиц максимум была.
Поэтому оно быстро уходит и не очень яркое на самом деле. Поэтому я его не снял, а снимал на цифру. На пленку снял, но там тускло получилось. А так и снял на цифру и сделал таймлапсик. Покажу вам его. Он был вот в предыдущем видео, и покажу, как проекция происходит сейчас. А, видео надо, не фото, а видео. Добавить, сейчас. Медиа называется. Медиа картинка. Это у нас... Я снимал где-то полчаса таймлапс, покадровую съемку. Потом сияние потухло и переместилось в другую сторону немножко от объектива. Поэтому слишком долго не получается там. Вот так. Выглядело северное сияние. Еще раз могу проиграть. Звук без пластинки нашел на Шпицбергене. Пластинку. И там с нее потом оцифрован. Тут не слышно. Вот, сейчас я покажу вам видео кусок. Ну да, я думаю, что мы в кофе еще продолжим эксперимент с кофе и сделаем подольше, там несколько часов это все, и может быть что-то вытянем. Интересно все-таки получить результат. Может быть, какое-то изображение будет необычное, потому что проявителям-то у меня проблем нет. А вот что касается того, что что-то необычная картинка какая-то, свой дух какой-то определенный может там быть, это уже другой вопрос. Сейчас я покажу еще одно изображение, как показывалось с кинопроектора «Украина», кинопроектор 16-миллиметрового, который был найден тоже в пирамиде, и из него было сделано. Я сделал проекцию на здание, на расстояние примерно похожее на ледник. Камера не очень взяла, конечно, эту картинку, но что-то там было видно. Сейчас я покажу. Где-то здесь я ее сохранял недавно, потому что все продолжается. Хочется все-таки вернуться на север. Вот, запускаем. Наверху это северное сияние, зеленое. А снизу проекция на серое здание, такое коричневое. Тем не менее, даже на нем видно. Работает проектор «Украина», в нем стоит ксеноновая лампа. Вот снегоходы. Вот примерная картинка. На леднике должно было быть масштабнее, если бы еще нормальный проектор. Посмотрим, пожуем, увидим. Еще раз покажу. Это показывается документальный советский фильм с узкой пленки, который был озвучен на норвежский язык. Это специально для норвежских, для всяких встреч в консульствах была сделана копия. Довольно-таки забавно все это звучит с кинопроектора «Украина». А наверху северное сияние. Камера была Panasonic GH5. Ну, у нее не очень высокая чувствительность, особенно в темноте. Потому получается, что она не взяла, конечно. А так-то ощущение было потрясающее. Сияние наверху. Но там одноцветные, в основном зеленые северные сияния. Такого нет, как в Мурманске или в Норвегии, разноцветного, обычное. Так, ксеноновая, ну поярче там была лампа. Она, во-первых, белого все-таки цвета.
не так рассею, и она порезче у нее свет, то есть более точечный источник, чем галогенка. Но там не галогенка, там внутри была же обычное накаливание, насколько я помню. О, ладно, пока мы вот кино отставим, и кажется, пленочка высохла. Вот мы видим, что она подсохла. Отрежем в начале и в конце. Видите, она быстро сохнет, вот это полиэтиленовая. Это аэропленка, она рассчитана на экспресс-обработку. Так, сейчас мы ножницами отрежем. Где у нас ножницы? Шесть кадров. Отрезаем по 6 кадров и в сканер. Ножницы какие? 6 кадров. И сейчас я в сканер это заправлю, покажу, как буду сканировать. Тут многие просили, хотя не могу сказать, что это самый качественный способ сканирования планшетным сканером таким. Ну, других нет. Сейчас они дорого стоят. У меня был хороший сканер, правда, тоже планшетный, но он был более современный и профессиональный. V700, по-моему, Epson, так он назывался. Я уже забыл, как он назывался. Я купил новый в Индонезии, как раз за границей был. И купил недорого его тогда, еще в сытые путинские годы. Но у меня его украли. Когда воры пришли, у меня квартиру ограбили. Как раз перед повышением курса доллара. Это как назло произошло. И украли все, даже без штанов практически я остался. И в том числе сканер. Вот мне потом пришлось покупать. Ну, ладно, сканер. Все творчество ведь украли. Это вот самое обидное, что жесткие диски. Разумеется, милиция наша ничего не нашла. И пришлось где-то восстанавливать какие-то диски, какие из пленок опять оцифровывать. То есть в этом плане получилось так, что цифровые носители все украдены были, компьютеры, жесткие диски, а пленки воры оставили, и поэтому аналог в этом плане сохранился. Так, еще 6 кадров отрезаем. Ну, я думаю, сканер что-то вытянет. Для печати, конечно, такой негатив тонкий не годится. Он будет, бумага не возьмет такой интервал яркости. Ну вот, когда украли, все, пришлось купить вот этот с рук. Подешевле уже такой, новый. Ну, что делать? Дело-то не в сканерах, а в мастерстве фотографов, операторов. Так, накрываем. Неудобно, что надо разрезать. С другой стороны, потом удобно в сливингах хранить. Но сейчас сливинги дорого стоят. Даже не вижу, где эмульсия, где основа. Ладно, положу так, потом, если что, переверну. Запускаем сканирование. Программка Epson Scan. Сейчас запустим. Ну да, крутой был сканер. Ну что напоминать, сейчас все. Epson Scan. Просмотр. Нажимаем что, сканер найдет. Сканер закрывается, а вот V700, он был на светодиодах уже сделан.
и он не разогревался. Он сразу начинал сканировать. Довольно-таки удобно было. Что он там разогревается? Разогрев пошел лампу. Там тут тоже ксенонка, видимо, какая-то. Неонка. Даже так, или что это? Разрядная лампа люминесцентная. Про объектив спрашивают. О, сканер пошел сканировать. Внимание, изображение. Так. Не в том режиме, надо... Он, может, что-то есть, но он... А вот здесь. Во! Вот картинка. Надо сделать пленка с держателем. Пересканируем. Сейчас перед просмотрщик. Тем не менее, что-то есть. Сейчас, внимание, посмотрим, что есть, и я размещу. То есть сканируем в обычном режиме, потом нам придется... Если он найдет сейчас кадры эти, они плотность все-таки низкая. Потом подтянем по кривой. Ждем, ждем, ждем. Сколько уже стрим-то идет? Что-то я не разумею. Здесь счетчик времени что-то потерялся. То есть часа 2, наверное, уже 80 больше. Ну вот так вот, сколько тратим в жизни на это. Могли бы на цифру снять, и что, зачем нам это надо? Поэтому когда нас и говорят, что мы не дураки, а дебилы, то что этим занимаемся. Ну да, современные юродивые, по сути. Да, вот кадры, посмотрите. К примеру. Вот изображение. О, перевернута пленка, но потом перевернем ее. Вот, перевернем. Поярче чуть-чуть сделаем. Вот по кривой можно поярче. Подтянуть. И здесь черненький чуть-чуть. Опустить. Все, первый кадр есть. А вот первый вот был у нас этот пейзаж. Тоже надо по яркости чуть-чуть его подтянуть. Сканер как бы среднюю берет экспозицию. Кто-то что-то пишет. Ага. Наш агент пишет. Так. Наши кинохроники. Так, наверное, чтобы нам максимум... То есть задача тут при этом засканировать максимум диапазона динамического, чтобы были тени, были света. Все это было видно. Ну, достаточно контрастно получилось. Ну, потому что тонкий негатив, но он тонкий, но, видите, все есть. А потом уже можно фотошопом будет или лайтрумом детально подработать уже картинки. И как вы думаете, проявлялось в чем это? Некоторые такой результат получают, проявляя крутейшими проявителями ильфордовскими или кодаковскими. Крутейшие пленки там T-Max, Ильфорд Дельта. И получают такой же результат. А мы на вот простой аэропленке, достаточно простым аппаратом. Вот что-то меня не резко снял Анатолий, только то, что вот не резко сняли, может что-то
Эти обтюраторы, обтирация. Вот я, кстати, с кофе сфотографировался сегодня. А, вот этот надо... Не сработал, сканер не распознал. Камера Киев. Тут еще в самом «Зените», похоже, юстировка сбита. Что ли? Не очень надежный аппарат. Здесь неправильно распознал, потом мы их отдельно, которые он неплотные, неправильно распознает сканер в автомате, мы их потом отдельно отсканируем. Ну, видимо, тонкая рамка слишком, но хотя бы сейчас поставим сканироваться то, что сканируется. Так, папку в стрим. Папку стрим засканируем, сейчас их. Рабочий стол. Вот, пока идет сканирование, еще пообщаемся. Напоминаю, что для того, чтобы поддержать наш канал, на наши дальнейшие обзоры, на наши эксперименты и прочие дела, нам требуется какая-то поддержка. Спрашивают еще меня, что проявила кофе или не проявила. Но вот вы можете посмотреть, сейчас стрим будет в записи, после того, как трансляция закончится, будет запись. Можете сначала посмотреть, да, действительно кофе проявила, и вот эти кадры, что вы сейчас сканируете, это все проявлено именно в кофе. Нескафе называется Gold Espresso, вот 100% арабика. Вот, ну, не знаю, наверное, другие есть, может, какой-то более крепкий есть, более насыщенный кофеином, может, кофе рознь, поэтому основное это кофеин, там, действующее лицо. Поэтому смотрите, вот уже 2 кадра отсканировано, сейчас мы будем их выкладывать. И вот напоминаю в том плане, что нам требуется какая-то поддержка, какая-никакая, вот поэтому донаты всегда приветствуются на кофе и печенье к кофе, и не только, то есть на какие-то еще дела. Например, сейчас восстановление кинора, восстановление каких-то камер нам потребуется, заказывать обтюраторы на заводах, на предприятиях, которые сейчас уже, к сожалению, в нашей стране не работают. Но приходится где-то искать мастеров, что-то платить, что-то где-то доставать. Ну, потому что никто, кроме нас. Поэтому наш канал продолжается. Сейчас я буду показывать картинки. Сейчас давайте. На поддержку штанов. Так, средства. Так. Изображение. Сканер трудится. Так, вот первое изображение с кофе. Вот такая графическая картинка, как вы видите, получилась. Это она. Не полностью, вот ее надо полностью. Полностью сейчас покажем результат картинки. Видите, фактура снега хорошо видна. Какой-то есть все-таки у кофенола определенный шарм. Такое вот изображение, как вы видите. Снимал и зенитом, Индустар 61 объектив. То есть, посмотрим разрешение. Ну, тут под закрытая диафрагма была 8, наверное, поэтому оно максимальное, наверное, возможное для этого объектива. Но мы видим такая вот картинка. Дальше продолжаем.
заморочки из бочки доставать. Вот горы получились. Буквально вот я около дома сегодня пощелкал. Ну, зерно увидим, да, зернишко такое приличное. Ну, это просто мы близко рассматриваем. Ну и пленка сама по себе, вот эта 200-ка, она зернистая, честно говоря. Это не Акфа Пан 80. Она, конечно, намного менее зернистая. Но я вам поделюсь, конечно, секретом. По секрету всему свету скажу, что именно для вот этой пленки, конечно, не кофе и даже не D76 и не какой-то там проявитель. Для нее, я считаю, лучшее, что есть, это микрофен. Проявитель микрофен. Я проявлял в нем. Покажу и поделюсь результатом тоже попозже. Именно для Акфы Пан. Вот этой вот. Микрофен я делал сам, то есть с бурой, сборной кислотой. Дальше сканер сканирует, параллельно сканируем и обсуждаем картинку. Вот. Вертикально вниз почти снято. Вполне графичное такое изображение. Даже полутона какие-то небольшие присутствуют. Ну, яркое сегодня, действительно, освещение было днем очень контрастное. Ну, резкость мы видим хорошая. То есть, несмотря на то, что негатив тоненький, для сканера он как бы в принципе нормальный. Для печати, конечно, не пойдет. Надо дольше проявлять, больше должно быть плотности негативов. Следующая картинка. Ну вот, единственное, что на тонком негативе сразу вся грязь, вот это все выпирает, то, что здесь, ну, я не продувал на сканере, конечно, какие-то пылинки, тут это тяжело все. Поэтому надо все-таки плотности давать. Вот, смотрите, да, против света снято. С источником света в кадре. Эх, здесь товарищ промазал с фокусом. Или зенит промазал, не знаю, ну что-то. Фокус не удался, короче говоря. Фокус? Это мы знаем, какой фокус. Он специально эту пленку загубил. Вообще вот, то есть картинка достойная, тем более для такой проявки. Ну, графичность такая, да, я бы сказал, как называется, текстура или что это, фактура. А есть ли какой у нас паблик в Инстаграме и ВКонтакте? Ну, пирокат, я хоть и пиротехник, но я пирокатехина не проявлял. Так, сейчас отвечаю на вопросы. Да, чтобы я буду публиковать на странице или где-то, да. Ну, ВКонтакте есть наша группа Киносибирь, называется ВКонтакте. Сейчас я буду сюда скидывать ссылки на наши группы. Угу. В других соцсетях.
скидываю. И, конечно, основной я вот делаю здесь, в Инстаграме. В принципе, я сюда все оцифровываю. И в том числе архивы все свои с каких-то поездок. Вот, можете посмотреть Инстаграм у меня. Шубертино. Сейчас я скину на него ссылку. Здесь можно увидеть анонсы какие-то, мероприятия. И все архивы вот я делаю в Праге, то, что я снимал. В каких-то путешествиях на всевозможные камеры. Вот эти кадры с Миядзаки и Соль, сравнение, о которых шла речь. Хаяо Миядзаки. Тогда и то, что у нас в кино. То есть какие-то обзоры оптики. Здесь, то есть, все это. И, конечно, поездки в экзотические какие-то уголки, когда я снимал какие-то, там, был на фестивалях или снимал какие-то, скажем так, заказные фильмы там за границей, портреты, то есть пленочная фотография. Все это есть в этом Инстаграме Шубертино Доп. Доп это директор of фотографии, то есть как кинооператор, да, обозначение американское. Сейчас скину на Инстаграм. Вот пирокат, да, надо, я хотел, особенно он, говорят, хорошо тоже вытягивает пленку, аэропленку вот эту так называемую. Да, страхи, посмотрите, вот. Вот Инстаграм, да, подписывайтесь тоже, да, ставьте лайки, все это будет. Так, продолжаем наш вернисаж фотографий. Сейчас будем фотки выкладывать. Ну да, видимо, в зените как-то сбит прицел все-таки. То есть фокус у нас вот на кирпиче, на герое его нет. То есть тут два уже не могло, два оператора ошибиться. То есть зенит надо юстировать, проверять юстировку, соответствие наводки. То есть на бесконечности этот эффект не проявляется, а на крупных планах уже видно. Но вот такое контрастное, ну, сама пленка контрастная, понимаете, тут ничего не скажешь. Посмотрим, что тут еще есть. Из негативов. Так, сейчас мы... надо досканировать то, что он не смог взять. Это вот как раз в режиме пленки с ограничителем. Тогда можно сканировать любого формата, просто вручную выбираешь картинку и все. Так вот сделаем. Любят сейчас многие сравнения тогда, сейчас, или там просто два кадра. Вот в киношных инстаграмах часто так делают. Можно ли зерновой? Конечно, надо концентрированный, главное, сделать. Нормальный раствор. Хорошо, если сварить. Я думаю, он и лучше даже, чем растворимый будет. Но надо пробовать. Это все эксперимент. Я вообще с кофейными вещами первый раз. Так, сейчас мы выберем кадры, которые не вошли. Какие же у нас не попали? Забыл уже. А последние, наверное. Вот то, что я снимал сегодняшний вечер. Вчерашний уже. Надо взять. И второй кадрик. Второй кадрик вот такой. Какие там еще, что-то забыл, какие не вошли. Сейчас надо все досканировать, посмотреть, что получается.
вообще у нас кривые. Так, выделяем их и сканируем. Сканер пошел. Маслайт так дальше отвечает на вопросики. Да, кофе со сливками. С клубничкой. Еще. Надо что-то все закрыть, лишние какие-то окна. Ну, вот с этой программкой. Оп. Слышно меня? Я пропал? Все нормально. Сканер продолжает работать. Сейчас смотрим, что он нам насканировал там. Да, вот довольно-таки симпатичные пейзажики. Сейчас найдем. Сохраняемся. Вот еще кадрик. То есть все равно при сканировании небольшие коррективы вносим, потому что потом в фотошопе все равно придется их. Самому сканеру доверять нельзя. Вот. Такой пейзаж. Это был последний сегодняшний вечер, этот самый вечерок. Я снял. Фактурный искрящийся снег был, искрящийся вот такой. Ну, больше 2 часов стримим. Молодцы. Так, сейчас еще какие-нибудь картинки посмотрим. Ну, мне кажется, если бы ночь полежал, там бы дичь была все-таки. Дикая дичь. Какие-нибудь пятна бы образовались. Но это вот для ломографии, это уже другое, так сказать. Или как называется? Пленочный ад. Группа пленочный ад может называться.
Да, вот фокус дальше, чем надо здесь, видите, везде. Но видите, есть полутона, есть картинка, хотя очень контрастный свет. Если оценивать проявку, все нормально. Что он неправильно как-то их позиционирует, картинки вертикально делает. Не могу понять, почему. И как их перевернуть, самое главное. Это уже конец пленки, видимо. А, ну вот как раз сегодня на горах были от сноубордистов такие вот вниз полосы. Вспомнил этот момент. Нет, пленку вытягивает. Если там есть какое-то изображение, какой-то диапазон, почему бы и нет. То есть, если есть диапазон в пленке, есть вообще что сканировать, сканер это вытянет. А если там ничего нет, ну, что делать? Но, тем не менее, мы поняли, что это все-таки не миф. Проявлять можно, надо только пристраститься к этому, определить время проявки. Все будет отлично. Вот они, пленочки. Наш результат, наш кофе. Проявочный набор, из чего все это было проявлено. И поэтому, что делать? Пробуйте, дерзайте. Бонзайте, так сказать. Подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки. Ну и думайте сами, решайте сами, участвовать вам в бузе, которая в стране происходит, или включать мозг, или быть оленями, и идти туда за оленеводами на митинг, шпицбергенскими оленями. Это решать вам и нам. Поэтому до встречи. Ну, надо смотреть сканеры. Вот, я особо не знаю, как их выбирать, но, наверное, разрешение какое там идет, то есть и так далее. Диапазон. Ну, тут показано, что вот на этом сканере 4D Max, то есть максимально он плотный такой пробивает. Это для слайдов важно, очень плотно, когда пробивать он должен и так далее. Ну, вот, все тоже в зависимости от того, что вы сканируете и чем вы занимаетесь. Для чего вам это нужно. Поэтому, что говорить, все можно. Пробуйте, творите, выдумывайте, пробуйте. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всего хорошего. Главное, включайте мозг. Включаем мозг и живем дальше. Работайте, братья. Работайте. Пока.